Далеко-далеко от города, в маленьком деревянном домике среди зеленого леса, жил-был мальчик. Он жил со своим дедушкой, который был лесником, и часто оставлял его одного, уходя на работу. Жили они дружно, и только одно тревожило мальчика. У него совсем не было друзей. А он так мечтал играть, разговаривать с кем-нибудь. Однажды мальчик сидел под большим пушистым деревом, дожидаясь дедушку, и смотрел вверх. Высоко в небе он разглядывал мигающие звезды, и, глядя в глаза медовой луне, мальчик загадал свое самое сокровенное желание — встретить доброго друга. На улице давно стемнело, а дедушки все не было. Мальчику стало страшно, и он заплакал. Вдруг с неба сорвалась звезда и полетела к земле, оставляя за собой дорожку яркого света. След звезды исчез на горизонте, но ее маленькая частичка упала на семена старого дерева, под которым мечтал малыш. Подул ветер. Пушистые семена вместе с частичкой света сорвались вниз и опустились на мокрые от слез ладони. Мальчик хотел отряхнуть руки, но вдруг услышал голос. «Не надо, ты же искал меня, и вот я здесь». Мальчик раскрыл ладони и увидел два сверкающих маленьких глаза, которые смотрели на него из-под пуха. «Кто ты? Тополиный пух? Ты можешь говорить?» Да, я умею разговаривать. Я твой друг и обещаю, что со мной тебе никогда не будет скучно. Не смотри на то, что я хрупкий и маленький. Я намного сильнее, чем кажется, и знаю много тайн. У меня нет имени, но ты можешь назвать меня как захочешь. А как твое имя? Послышалось в ответ. «Меня зовут Симби, а тебя я назову Люмми», сказал мальчик и улыбнулся сквозь слезы. Почему ты плачешь, Симби? «Уже поздно, а дедушки все нет. Я волнуюсь». Не переживай, мы найдем его. Я помогу тебе. Дедушка снова ушел в лес. Он у меня самый лучший. Он добрый, заботливый и трудолюбивый. Сколько всего он для меня делает. Мне надо тоже что-нибудь ему сделать. А может, какой-нибудь подарок. Ну что же ему подарить? Лук – это отличная идея. Наверняка ему понравится. Так, чтобы сделать лук, нам нужно найти какую-нибудь подходящую ветку дерева для деревянной основы лука. Это как раз то, что нужно. Так, а теперь нам нужно сделать рукоятку. Тут где-то была веревка. Вот же она! Лук почти готов. Осталось найти и закрепить тетиву. А вот и тетива. Лук готов. Надеюсь, дедушке он понравится. Что-то дедушка задерживается. Обычно он в это время уже дома. Надеюсь, с ним все в порядке. Что это? Кто ты? Ты можешь говорить? Да, я умею разговаривать. Я твой друг и обещаю, что со мной тебе никогда не будет скучно. Как же здорово! Ты и вправду будешь со мной дружить? А как тебя зовут? Да, это правда. Я твой друг. У меня нет имени, но ты можешь назвать меня как захочешь. А как твое имя? Меня зовут Симби, а тебя я назову Люми. Я очень рад нашему знакомству, Симби. А почему ты грустишь? Да вот дедушка ушел в лес. А уже поздно, а его все нет. Я волнуюсь. Не переживай, мы найдем его. Я помогу тебе. Как же здорово! У меня теперь есть друг. И друзья отправились в лес на поиски дедушки. Мальчик взял Люми на руки, прикрыл его руками от ветра, но, будучи очень увлеченным загадочным другом, постоянно заглядывал между ладоней.
Не волнуйся за меня. С улыбкой произнес Люми. Здесь так темно. Отпусти меня на землю, и я буду освещать наш путь. Мальчик разжал руки, и Люми превратился в светящийся шар. Посреди ночи в лесу стало светло, и не было уже так страшно. На своем пути друзья встретили большую змею. Симби сильно испугался. Но Люми успокоил его, сказав, что умеет разговаривать с животными и понимает их язык. Я знаю, в какую сторону направился ваш дедушка. Я видела его. Ступайте за мной, я провожу вас. Сказала змея и поползла впереди, сквозь траву, указывая путь. Дедушка, дедушка, ау, ты здесь? Кричал мальчик. Вдруг послышались крики о помощи. Друзья побежали на голос и остановились перед глубокой ямой. Оказалось, что дедушка провалился туда и не мог выбраться. Внезапно послышался шорох в кустах, затрещали ветки, по земле пробежала дрожь. Это из леса на крики и свет вышел медведь. Симби побледнел и прижался к дереву. Что случилось? Почему ты дрожишь? Спросил. Мальчик отвечал. Ты не понимаешь, это медведь. Ну и что? Удивился пушистый друг. Говори тише. Если он заметит нас, мы пропали. Он очень сильный. Шептал Симби. Люми громко засмеялся. От страха мальчик стал заикаться. Люми, мы пропали! Люми успокоил его. Не бойся. Я же говорил, что понимаю язык животных. Этот медведь не обидит нас. Я сейчас ему все расскажу. Выслушав историю друзей, медведь отправился в сторону леса, сломал дерево и опустил его в яму. Наконец, дедушка смог выбраться. Симби, как ты меня нашел? Кто это с тобой? Почему он так ярко светится? Спросил дедушка. И мальчик начал свой рассказ с самого начала. Дедушка внимательно выслушал историю, посмотрел на Люми и спросил. Все это правда? Да, Ответил он. я прилетел издалека. Я знаю много языков и тайны звезд. И теперь я друг вашего внука. Вам не надо больше волноваться за Симби. Я буду всегда рядом с ним и буду защищать его. Дедушка улыбнулся и сказал. Я давно знал, что моему внуку одиноко, и теперь я очень рад, что у него появились такие добрые друзья. Идемте все к нам в дом, я хочу отблагодарить вас за помощь. Здесь так темно. Хорошо, что ты освещаешь нам путь. Не стоит благодарности. Друзья должны помогать друг другу. Кажется, нам тут не пройти. Нам нужно расчистить эти кустарники. Ты слышал, что это было? Осторожнее, это змея! Успокойся. Я умею разговаривать с животными и понимаю их язык. Здравствуй, змея. Меня зовут Люми, а это Симби. А ты не видела дедушку лесника в этой округе? Приветствую вас. Все в лесу знают и уважают этого доброго лесника. Я знаю, в какую сторону он направился. Я видела его. Ступайте за мной, я проведу вас. Дедушка, ау, ты здесь? Симби, я здесь! Я провалился в яму! Мы тебя вытащим, дедушка. Это медведь. Не бойся. Я же говорил, что понимаю язык животных. Этот медведь не обидит нас. Я сейчас ему все расскажу. Здравствуй, медведь. Меня зовут Люми, а это Симби. Его дедушка упал в эту яму. Ты не мог бы нам помочь? Рад быть полезным. Так, давайте подумаем. Как можно вытащить дедушку из ямы? Нам нужно найти бревно и опустить его в яму, чтобы дедушка смог подняться. Хорошо, ребята. О, думаю, это подойдет.
У нас получилось! Спасибо большое, ребята! Дедушка, я так рад тебя видеть! И я рад видеть тебя, Симби. Но как ты меня нашел? И кто это с тобой? Почему он так ярко светится? Это мой друг Люми. Мы с ним искали тебя. Змея отвела нас к этой яме, а медведь помог тебя вытащить. Все это правда? Да, это правда. Я прилетел издалека. Я знаю много языков и тайны звезд. И теперь я друг вашего внука. Вам не надо больше волноваться за Симби. Я буду всегда рядом с ним и буду защищать его. Я давно знал, что моему внуку одиноко. И теперь я очень рад, что у него появились такие добрые друзья. Деда, а что у тебя в корзинке? Да я вот яблоки собирал, а когда упал в яму, они все рассыпались из корзины. Ничего страшного, сейчас мы их соберем. Спасибо вам большое за помощь. А теперь идемте все к нам в дом. Я хочу отблагодарить вас за помощь. Все вместе они отправились к дому, где жил мальчик. Дедушка в знак благодарности угостил медведя медом, налил змее теплого свежего молока и спросил: Люми, а ты что любишь? Я питаюсь светом. Ночью от звезд и луны, а днем от солнца. Пожалуйста, дайте мне возможность разместиться около окна и не закрывайте на ночь занавески. Отвечал пушистый друг. Симби скорее хотел показать Люми свой дом, свою кроватку, а также деревянные игрушки, которые своими руками сделал для него дедушка. А где ты хочешь спать, Люми? Обратился мальчик к другу. Люми отвечал: Я всегда буду рядом с тобой. Мне не важно, где спать. Мой пушистый мех согревает меня, как твое одеяло. Я понял. сказал мальчик. Но ты такой маленький. Вдруг я утром проснусь и наступлю случайно на тебя. Как же быть? Люми сказал: Не бойся, я тебя почувствую и дам о себе знать. А жить я буду около окна на полке, рядом с твоей кроватью. Если тебе станет скучно, позови меня в любое время, и будем разговаривать или играть. Мальчик очистил полку, Люми прыгнул на свое место и сказал: Симби, совсем недавно ты был одинок, но видишь, сколько теперь у тебя друзей. И не обязательно знать язык животных, чтобы дружить с ними. Язык доброго сердца знают все. Но самое главное, что мы теперь есть друг у друга, и впереди нас еще ждут необычные приключения. Дедушка был очень рад за то, что у его внука, а значит и у него, появилось столько хороших друзей. Он еще раз поблагодарил всех, кто помог ему справиться с бедой, и пригласил Симби к столу, где уже остывал горячий ужин. После ужина мальчик отправился к себе в кровать и лежа разглядывал силуэт Люми в лунном свете, который смотрел в звездное небо. Мальчик думал про себя о загадочном друге, о том, что, наверное, здорово светиться, словно фонарик в темноте, и понимать языки животных. Но больше всего Симби был рад тому, что его новый друг может говорить с мыслями о том, чем еще удивит его новый друг. Мальчик уснул. Ему снился Люми. Прежде чем начать готовить ужин, надо дать гостям перекусить что-нибудь. Медведь, угощайся медом. Спасибо. На здоровье. А что можно предложить змее? Правильно, вкусное теплое молоко. Спасибо. Угощайся. Люми, а ты что любишь есть? Я питаюсь светом. Ночью от звезд и луны, а днем от солнца. Симби, а ты пока бери булочки. Сейчас я испеку вкусный пирог. Симби, совсем недавно ты был одинок, но видишь, сколько теперь у тебя друзей. И не обязательно знать язык животных, чтобы дружить с ними. Язык доброго сердца знают все. Но самое главное, что мы теперь есть друг у друга. И впереди нас еще ждут необычные приключения. Как же я рад, что ты появился в моей жизни.
Ты помог найти и спасти моего дедушку. Спасибо тебе большое, Люми. На то и нужны друзья, Симби. Теперь у меня есть друг. Теперь у меня есть друзья. А вот и вкусный пирог. Угощайтесь, друзья.